Привет всем, значит, в общем, такая история. Сломалась коробка, ну, была 5-я передача, вот. Плохо, да, включались, Андрей, передачи? Да, плохо включались передачи тоже. Значит, сняли мы коробку, вот. Первый раз это делали, получилось, все сняли. Кстати, еще вот здесь, где привод вставляется, сальник, оттуда масло текло, вот. Значит, сняли коробку. Чтобы в гараже не возиться, холодно, домой ее повезли, очистили ее керосином, все там отмывали, в общем, вымыли, блестит теперь, как новенькая вот стоит она. Значит, перебрали ее дома, все, через интернет по схеме смотрели, как делается, по книжкам там, вот, потому что вот в этой книжке про коробку вообще ничего нет. Допустим, как ее разбирать, если глянуть тут, где тут, коробка передач. Ну, короче, цифровик не берет, плохо видно. Ну, в общем, как снять, как поставить, но вот с самой коробки, чтобы она как разбирается, как делается, ничего нету. Ну, в общем, ближе к делу. Когда откручивали, все разбирали, кололи картеровины, выяснилось, значит, верхние два подшипника, они вот здесь стоят, где пятая передача, стоят два больших подшипника. В общем, они рассыпались, шарики. Все это вниз туда улетело, перемололо. В общем, мусора там много было, стружки. Один игольчатый подшипник на 5-й передаче тоже его, ну, сгорел он там, в общем, рассыпался, половина иголок не было. Вот. Дальше по ходу выяснилось, что вторичный вал, где вот он вставляется в этот самый, в нижний подшипник, у него зубья там откололо. Вот. Значит, нашли вторичный вал, ну сложно было найти, потому что сейчас все 17-е, а у нас на 16 зубьев. Вот, нашли, поменяли его, купили все подшипники, ну кроме вот этих, которые внизу стоят, как бы они такие пальчиковые, в принципе смысла их менять не было, они нормальные. Вот. Поменяли все игольчатые подшипники под шестернями, под передачами, вот. И сальники все, да, сальники все купили. Вот. В общем, начали собирать, все в принципе собрали, но вот 5-я передача, так как не было масла, она гудела, сгорела муфта, сгорел синхронизатор, подшипники вот тоже разлетелись, в общем там крах был. Купили новую муфту, синхронизатор, в общем все поменяли, собрали, вот, поставили с горем пополам ее тут, возились уже на протяжении недели, наверное, мы тут, вот. Ну, короче, проблема. Еще выжимной подшипник шелестел, который стоит здесь, старый стоял. Вот. Купили новый, все поставили, все смазали, все, в общем, сделали, все как нужно. Но вот не знаю, если завести машину, вот поэтому вот как бы решил снять это видео, чтобы спросить, может, кто знает, в чем проблема. Я как бы на форуме читал, и люди говорят, что возможно первичный вал. Но я не знаю, он вроде целый, нормальный. Андрюха, давай заведем, посмотрим, пусть послушают. В общем, когда сцепление выжимаешь, все тихо, все как бы как нужно. Когда сцепление отпускаешь, вот именно вот здесь, где 5-я, вот тут вот, где шестерня 5-я, вилочка стоит, вот именно тут какой-то тык-тык-тык звук такой. И 5-ю, когда включаешь, немножко подвывает. Ну, сейчас послушаем. Ну что там такое? Так, вот сейчас выжато сцепление. А если вот пустить? Отпусти сцепление! Вот. Вот тут что-то подвывает. А включи 5-ю передачу. Вот. Как все воет. Непонятно где. И стук такой. Поставь на нейтралку. Вот. Вот, про этот стук я говорил, на нейтралке. Вот что-то здесь стучит, не могу понять.
Опять скидывать коробку, ну уже, я не знаю, он мне уже в кошмарах снится. В общем, кто знает, подскажите. Потому что... Или может это российский автопром, так и нужно ездить. В общем, не знаю, что делать. Или оставить как есть, или может быть это плохо. Нужно с этим что-то делать. Все, глуши. В общем, вот такие вот дела. Ну все, всем пока.